Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович, живая торговля по сигналам системы Cluster Trader. По левую сторону своего графика вы видите две валютные пары, это евро-доллар и фунт-доллар. По правую сторону графика фьючерсы на индекс NASDAQ, в самом верху, посередине фьючерс на индекс DAX и в самом низу нефть WTI. 5 инструментов, один таймфрейм, то есть минутный график, система Cluster Trader. Начинаем торговать. Сегодня пятница, заключительный торговый день недели. Если вы по окончании этого видео почувствуете необходимость усовершенствовать свою торговлю, сформировать навыки трейдера, который зарабатывает, в первую очередь это навык последовательности, когда вы мыслите от левого края к правому и постоянно видите одно и то же, то вы сможете подключиться ко мне в живой онлайн-чат, где я торгую вместе с трейдерами по сигналам этой же системы Cluster Trader. Начнем мы с вами с пары фунт-доллар, хотя в принципе, вот когда ты открываешь график, ты сразу можешь предположить, где у тебя могут быть трейды, да. И первое, на что я обращаю внимание, отношение цены к моим уровням, которые вот здесь вы видите со старших таймфреймов. Также я смотрю на то, как себя цена вела в течение сегодняшнего дня. Вот если мы посмотрим на открытие торгов, евро повалился, пробил ключевой 4-часовой и часовой уровень слева, это 0,7500. И тут же, посмотрите, в европейскую сессию выскочил наверх, да, и пробил все структуры, и в том числе торгуется выше точки открытия сегодняшнего дня. То есть мы видим, что рынок неустойчив, не определен, следовательно, мне нужно быть более консервативным при выборе сигналов и добавлять дополнительные фильтры, мы об этом поговорим чуть позже. Вот, например, индекс NASDAQ, мы пробили уровень, да, стрелочный, да. Дальше я жду паттерн. То есть меня интересует формирование здесь паттерна, например, разворотное дно, или там слабое дно, или сложное слабое дно, двойное дно, неважно. Мы используем 8 паттернов на пробой, на отбой, ложный пробой, в зависимости от того, относительно каких уровней цена находится. То есть мы пробили вот здесь уровень, стрелочный DV, это прыжок в движение. Здесь у нас стрелочный DV пробой low, это контртрендовый разворот. Здесь стрелочный слабое дно, пробой high, это отбой от уровня. Внимание, налево предыдущая структура. То есть контекст имеет ключевое значение. В каких условиях, при каких обстоятельствах появился паттерн. Очень-очень-очень важно, трейдеры. Я уберу пока свое художество. Оставим. Бывает такое, что ты видишь стрелочный сигнал и не формируется паттерн, да, и бум, рынок улетает, никаких проблем. Еще раз, нужно задать себе вопрос в начале, торгую ли я такие сигналы, да или нет, если нет, все. Ты не принимаешь их просто-напросто. Ты не можешь знать, какой из вариантов отработается, но точно можешь знать, какой тебе нужно принимать. Какую комбинацию ты торгуешь на постоянной основе, потому что это в твоих силах торговать каждый раз одно и то же, да или нет, да, абсолютно. Но ты не знаешь, отработается ли вот этот стрелочный или вот этот стрелочный. Может быть, после этого стрелочного рынок улетит далеко. Да? Но чтобы ты не сожалел и не формировал у себя внутри чувство вины, тебе нужно заранее решить, будешь ли ты такое торговать. Если нет, и цена улетела, проблем никаких, ты же такие не торгуешь. Да? Если ты торгуешь, ты нажимаешь buy сразу после кульминации этого сигнала, в частности появления стрелочного, то есть на открытии следующей свечи здесь. И потом не сожалеешь вне зависимости от того, куда цена пошла. Да? Пошла вниз, получил лосс, это твой трейд. Очень-очень важно. То есть нужно снять необходимость, да, внутреннюю в первую очередь, контролировать исход сделки. И необходимо знать, что будет дальше. Потому что это невозможно, да, но наш мозг так и стремится контролировать правый край графика, что будет дальше. Делать какие-то умозаключения, предсказания и так далее. Я сторонник того, чтобы изначально для себя определить контекст, посмотреть просто на отношение цены к уровням, что делает рынок возле ключевых уровней, где у меня экстрим сегодняшнего дня, как цена себя ведет относительно этой зоны, где экстрим предыдущего дня, где мои 4-часовые, часовые, 15-минутные зоны, да,
Пробивает ли цена их вверх или вниз, да, вот он ответ на вопрос, какой тренд, да, а не то, что там сильно погружаться в это и точно знать, какой тренд. Порой ты смотришь на графики, тренда нет просто-напросто, а ты его пытаешься определить. Если тренда нет, значит тренда нет. Зачем мучиться и пытаться и любой ценой его определить? Более того, NASDAQ на часовом графике это другой совершенно рынок, или на 4-часовом, там может быть совершенно другой тренд, отличный от того тренда, который я вижу на своем минутном таймфрейме. И решения могут быть совершенно другими. Поэтому так важно, используя уровни со старших таймфреймов, ориентироваться на контекст своего таймфрейма, в том смысле, что сигналы, потому что от этого зависит стоп-лосс, тейк-профит. Если торгуешь на минутке, как правило, у тебя сделка не будет висеть долго. Если торгуешь на часах, то ты, скорее всего, будешь переносить на следующий день. А это абсолютно другой подход. Тебе нужно иметь определенную выдержку и терпение, чтобы дождаться своего квалифицированного сигнала. Нажимать кнопку мне ничего не стоит. Нажать Buy и Sell, у меня откроется сделка. Но я должен понимать, когда я ее могу нажимать. А чтобы я мог нажать кнопку, должны быть простые визуально продиктованные условия. Порой ты видишь 3 условия, ждешь 4-го, его нет. Эх! И ты не в сделке, и это тоже нормально. Это называется точка баланса, когда ты не отклоняешься сильно в сторону, потому что любая крайность – это серьезное отклонение в психологическом плане. Слишком агрессивная торговля чревата избыточной активностью и убытками. А слишком пассивная торговля, наоборот, чревато ситуациями, когда вы будете упускать сделки и сожалеть, потом злиться, эмоционально реагировать. Единственное, что можно контролировать и на что опираться, это последовательность, которую ты можешь исполнять постоянно, при этом не саботируя ее. Имеется в виду сигналы, правила. Это есть твердое. Ты не можешь контролировать рынок, но ты можешь контролировать свои действия. И ты можешь реагировать на информацию, которую ты видишь на графике. Да или нет? Да, абсолютно. Понятно, что когда у тебя подход автоматизирован, в частности сигналы, уровни, то это более объективный подход, нежели если ты это делаешь сам. Но даже сам ты можешь создать базовые правила, которым ты можешь следовать, пусть даже они будут там не на 100% объективными. Потому что я вижу здесь, допустим, по NASDAQ или там по, вот сейчас по фунту давайте посмотрим. Мы видим с вами стрелочный, идеальная симметричная двойная вершина, и все сигналы вот здесь у нас, да, в алертах отображаются. Идеальная двойная вершина абсолютно, но где эта двойная вершина? Протестировали ли мы уровень перед этим, да или нет? Нет, абсолютно. Что значит протестировать? Войти в мою зону. Если мы не протестировали зону, торгую ли я, да или нет? Нет, абсолютно. А если торгую, то в каких ситуациях? Понимаете, да? То есть вот таким образом, путем вот этой лесенки из вопросов, вы можете прийти к точке постоянства. Если так, то так. А когда я торгую, если я не торгую этот паттern в таких условиях, а каких я его торгую? И не надо 150 сигналов, достаточно 2 сигнала. Вот мы используем 2 основные группы сигналов. Это пробой уровня, коррекция, ротация бара с трендом и паттерны, которые хорошо работают в условиях консолидации на пробой, на ложный пробой. И все. И сейчас вот посмотрите, NASDAQ пришел к точке минимума дня. Я не просто поставил здесь пунктирную линию перед началом своей сессии 8600. Давайте посмотрим почему. Точка открытия дня вот здесь, обратите внимание. Здесь у нас есть небольшой разрыв. Видим здесь 4-часовой, часовой уровень. Зона. Рынок пробил ее сегодня вот здесь, Европу, и вернулся к этой точке. Соответственно, я вижу уровень, а иначе говоря, тест уровня. Цена коснулась моего уровня, да или нет? Да, абсолютно. Назовем это SS1. Сила сигнала раз. Да? Сила сигнала номер 1. Вижу ли я после теста уровня стрелочный, да или нет? Да, абсолютно. Назовем это SS2. Сила сигнала 2. Если после стрелочного у меня появится паттерн, слабое, двойное, разворотное, либо сложное слабое дно, то после пробоя максимума этого паттерна я нажимаю Buy.
Еще раз, рынок может смело после стрелки улететь наверх, либо сформировать паттерн, не пробить его максимум и уйти вниз. Я не знаю, что сделает рынок, но я точно знаю, когда я должен быть в позиции. При каких условиях, что я должен увидеть на графике, чтобы действовать. Иначе говоря, вижу, придаю значение, делаю. Это очень-очень важный, коллеги, подход к трейдингу. Это единственное, благодаря чему и за счет чего вы можете стать зарабатывающим трейдером. Бесспорно, у вас будут ситуации, когда ну вот все так близко, так хорошо на уровне, все красиво, и ждете под какой-то дополнительный фильтр, его нет, бум, рынок улетает, и такое, и это нормально, потому что фильтр также фильтрует и прибыльные сделки, так же, как и убыточные. Евро-доллар. Посмотрите, что делает евро. Евро протестировал наш уровень. Да или нет? Вот здесь, где я держу курсор? Да, абсолютно. После теста был стрелочный? Да или нет? Да, абсолютно. Чего я жду? Я жду паттерн теперь. По евро сигнал. Нажимаем buy. Мы покупаем евро-доллар по 4 ключевым условиям. Первое условие – тест уровня, где я держу курсор. Сила сигнала номер 1. Стрелочный. Сила сигнала номер 2. Разворотное дно, сила сигнала номер 3. То есть мы обновили максимум паттерна. Если мы возьмем наш инструмент. 1, 2, 3. Классический паттерн, разворотное дно. Наш take profit напротив предыдущей структуры, стоп за минимумом уровня и паттерна. Посмотрим, что здесь будет происходить. И дальше мы с вами переходим пока по евро. Давайте поставим сюда алерт, чтобы периодически возвращаться. Давайте перейдем к фьючерсу на индекс NASDAQ, потому что посмотрите на этот идеальный паттерн, который нам обнаружила автоматика. Тест уровня, стрелочный, дно, ждем обновления максимума паттерна. Если, давайте поменяем цвет. Если вы не против, вместо желтого возьмем такой. Если рынок пробьет, закроется выше максимума паттерна, точки середины, то это buy. Теперь мы возьмем нашу линию стоп-лосса. Наш стоп идет за минимум паттерна. Наши тейки будут, если мы возьмем, предположим, мы купили, это риск. И наш тейк будет примерно на экстримах сегодняшнего дня на структуре. И давайте переключаться к евро. Евро потихоньку ползет к нашему уровню. Так, ну что, мы снова возвращаемся в эфир. Евро потихоньку подкрадывается к нашему первому take profit. Это очень важный уровень, который вот сейчас, посмотрите, тестирует цена. Ждем. Нас интересует закрытие тела, потому что единственное, что мы можем принимать за пробой, это close. То есть закрытие телом выше максимум паттерн. Пока не получилось. Да, мы видим, рынок попытался, но пока нет. Ждем следующий бар. До тех пор, пока либо не обновится минимум, либо максимум. Если минимум, то паттерн отменен, нам он не интересен, и мы ждем новых вариантов на вход уже вот здесь на buy 85.51. Если пробили, то понятно, мы входим в сделку на покупку. Готовимся купить индекс NASDAQ. Кластер 4 buy. Ждем закрытия свечи выше нашего максимума, паттерна. Эти максимумы нас не интересуют, поэтому смело нажимаем buy. Наш стоп ушел за минимум. Цель 1.2 по отношению к стоп-лоссу. Итак, ну что, мы возвращаемся в эфир. Допустил эмоциональный такой момент в своей торговле сейчас. Мы с вами покупали здесь по кластер 4 buy, стрелочный. Это по евро минутный график, стрелочный. Паттерн, разворотное дно. Купили здесь. Мой первый таргет был достигнут. И здесь же я зарубил вторую часть позиции, не дожидаясь своего трейлинга. Стоп-лосса, и того у меня получилось по обеим сделкам, грубо 15 пунктов.
Теперь жду новых сигналов. Такое бывает. Некоторые, наверное, думают, что я робот. Мне иногда пишут, что «О, как четко действуешь по правилам». Ну, на самом деле, я периодически могу косячить, это нормально. И главное, не зацикливаться на этом и не формировать у себя устойчивый паттерн чувства вины, когда ты начинаешь на себя катить бочку. Зачем? Надо было держать. Если ты будешь за каждую ошибку себя терроризировать, зачем я так сделал, то ты с ума сойдешь. Потому что ошибки, у меня на неделе несколько ошибок точно бывают. Там где-то поторопился зайти в сделку, где-то, может быть, не было идеальных там или не было всех условий, ты вошел. Да, это абсолютно нормальное явление, если при этом ты контролируешь риск. Или же ты понял, что ты зашел слишком рано, поторопился выйти сразу из позиции, то есть принять этот факт. Бывает такая ситуация, вот у меня раньше было, заходишь в позицию, понимаешь в какой-то момент, что не было сделки, и все равно ждешь. Все равно ждешь, когда эта сделка отработается. А зачем ты ждешь? Ведь это не твой сигнал. Очень-очень важные моменты, которые мы сейчас разбираем с вами. И, кстати, если вам откликается то, о чем я говорю, либо вы хоть раз так делали, обязательно ставьте лайк. Секунду, у нас алерт звенит, трейдеры. По-моему, мы достигли первой цели с вами по индексу NASDAQ. Мы купили... У меня алерт как раз звенит. Да, мы купили NASDAQ после пробоя максимум паттерна. Почти 40, чуть меньше, 38 пунктов профита мы взяли. И вторая позиция вот сейчас, после как раз достижения первого тейк-профита прыгнет в безубыток. Видите, вот это очень важный момент. 80% моих сделок, где достигнут первый таргет, первый тейк-профит, в 80% моих сделок вторая позиция будет в безубытке, когда первый достигнут тейк-профит. Это очень-очень важно. Почему? Потому что так я защищаю свои сделки, используя динамичный риск-менеджмент. Есть статичный риск-менеджмент, это то, что у меня прописано вот здесь, максимальный процент риска на сделку, вот здесь. То есть это максимальный предельный риск, максимальный стоп, который я могу получить. А вот это множитель для следящего стоп-лосса, это как раз есть динамичный риск-менеджмент, потому что как только я вошел в позицию, цена начинает двигаться в мою сторону, трейлинг стоп подтягивается. Но когда достигнута первая позиция, точнее тейк-профит от первой позиции, вторая около, либо в нуле, либо в небольшом плюсе, но в подавляющем большинстве она находится в безубытке, вот как сейчас вы видите. И затем, если рынок растет, трейлинг будет двигаться. Вот посмотрите, как мы уже на еще одной свече, минуты позже мы уже залокировали с вами еще плюс 5 пунктов. Это сигнал появился NASDAQ. Давайте к NASDAQ перейдем, там DV, двойная вершина. Видите, в чем преимущество колоссальной автоматики? В том, что мы можем несколько рынков отслеживать, без необходимости пялиться на этот график. Посмотрите, какая идеальная симметричная двойная вершина. И тут же реакция. Посмотрите, за раз мы 10 пунктов обвалились. То есть я могу взять свой трейлинг стоп и поставить за вот этот low, за этот минимум. Вот сюда. Либо, если рынок обновит минимум, перевернуть позицию, нажать Sell. Итак, ну что, мы снова возвращаемся в эфир. Фьючерс на индекс NASDAQ. Сегодня очень много сигналов. Первый сигнал у нас был стрелочное дно, пробой максимум паттерна. Здесь купили. Первый take profit. Второй по трейлингу. И перед тем, как меня вынесло по трейлингу, мы увидели стрелочную двойную вершину после пробоя минимум паттерна. Я вошел на sell, стоп за уровнем. Только что был достигнут первый тейк, и вы видите, я поставил второй тейк профит в район минимумов сессии. Это отметка 85.95, грубо 86 ровно, 8600. Посмотрим, придем ли мы к этой цели. Единственный трейд, который сегодня мы с вами прозевали, это сделка по... Где у нас немец? Посмотрите, что произошло с немцем. Это фьючерс на индекс DAX. Мы здесь пробили уровень, коррекция. Я прозевал вот этот вход на sell. Вот здесь ротация бара, пробой уровня, коррекция, ротация бара. Посмотрите, какой моментум. Рынок продолжает снижаться, и мы уже недалеко от минимума вчерашнего дня. Посмотрим, что здесь будет.
NASDAQ снова возвращается к нашему трейлинг стоп-лоссу. Очень часто будет так, когда выносится трейлинг стоп наш, рынок будет идти дальше. Очень-очень часто такое будет происходить. Как раз это его основное назначение, да, чтобы не вылетать каждый раз при любых коррекциях, а чаще всего вылетать тогда, когда уже движение закончено, имеется в виду движение здесь вниз. Да, то же самое произошло здесь. Когда мы купили здесь, меня вынесло по трейлингу вот в этой точке, вот здесь. Затем видим бум, рынок пришел к нашей точке открытия, да, и сейчас мы видим, что наш второй, да, трейлинг задет, и ждем восстановления вот к этой структуре. Крайне вероятно, что цена восстановится сюда. Ждем. Так, ну что, я потихоньку буду закругляться, да, с онлайн-трансляцией. Если вы хотите подключиться к нашему профессиональному сообществу, ссылка на систему Cluster Trader и доступ к онлайн-торговле под этим видео. Всего доброго и до связи. Пока.